Всем привет, дорогие друзья! Антон, одна вторая мечты. Сегодня вместе с вами мы будем делать вот эту столешницу, стол Посейдона. Именно так я его назвал. Галька Каспийская с ракушечником. Обалденно выглядит. Те, кто часто бывают у нас на канале, кстати, вы тоже подпишитесь и бывайте почаще у нас на канале, знают, что мы занимаемся эпоксидными столешницами, заливаем их и делаем каменный ковер. Давно уже хотелось объединить эти два интереса и сделать столешницу из каменного ковра. Вот она такая получилась. Сейчас все расскажу, все покажу поэтапно. Ну и главное, посчитаем, сколько денег она нам обошлась. Столешница у меня была, заливали на ней как-то эпоксидную смолу. Вы же можете сделать ее из 2 листов ДСП. Как это сделать? Видео есть у нас на канале. Заходите, смотрите. Края, грани стола мы отбиваем алюминиевым гнущимся профилем. Мы постоянно с ним работаем, делаем каменный ковер на крылечке, очень удобно с ним работать. Подрезаем перфорацию и загибаем угол 90 градусов, никаких запилов под 45 делать не надо. Углы получаются не острыми, цепляться за одежду они не будут. Зачем вообще нам отбивать грани профилем? Если на углах будет голый незащищенный камень, он будет цепляться за одежду и пользоваться такой столешницей будет, конечно, неудобно, некомфортно. Фиксируем профили термопистолетом, а потом уже укрепляем, прокладываем серпянку и укрепляем эпоксидной шпаклевкой. Профили сделали, профили застыли, держатся вот, смотрите, все очень прочно, все очень надежно. Переходим к нанесению камня, начинаем сначала с торцов, наносим с помощью клей для вертикального нанесения каменного ковра, эпоксидный, двухкомпонентный, я уже его замешал. В принципе, по технологии, по расходу, сразу скажу, на 1 квадратный метр, если мы это наносим на бетон, уходит 600 грамм на 1 квадратный метр. На маску бетона, то есть как бы на грунтовку его, да, промазываем само основание. И из расчета 50 грамм на 1 килограмм камня, в камень тоже 600 грамм, итого получается 12 килограмм камня, 600 грамм клея в камень и 600 грамм на основание. Я вот замешал уже 300 грамм клея, 150 грамм в камень и 150 грамм на торцы. Намазал, промазал их, профили все протер спиртиком. Кстати, наносить мы будем с помощью вот такой кельмы для венецианской штукатурки. Нам нужен спирт в пульверизаторе, чистый, без воды. Сбрызгиваем шпатель вот таким вот образом. И просто в профили его проталкиваем, запихиваем, чтобы было ровненько и красиво. Ушел у меня примерно килограмм из тех 3, которые я замешал. Переходим к горизонтали. Камень я тоже замешал. Давайте, наверное, я уже высыплю его и начну разглаживать, а заодно рассказывать. Прям вот так. Я замешал 15 килограмм камня. Ну тут, по идее, квадратура даже меньше квадратного метра. Расход камня считается 20 килограмм камня на квадратный метр. Ну, здесь меньше квадрата, но я думаю, 15 должно хватить. Ну, не хватит, если что, уже еще домешаю. Клей используем эпоксидный, двухкомпонентный. Очень хороший. Ну, камень светлый, поэтому нужно брать не желтеющий состав. Конечно, можно было бы однокомпонентную сделать. Ну, я решил не халтурить. Расход камня 20 килограмм на квадратный метр считается. Расход клея 40 грамм клея на 1 килограмм камня. Ну, то есть, соответственно, 800 грамм на квадратный метр. Ну, вот сюда я сейчас на 15 килограмм я замешал 600 грамм клея, 400 грамм компоненты А, 200 грамм компоненты Б, соотношение 2 к 1. Разравниваем с помощью, вот таких гладилок, побольше, еще побольше. Ну, большой, естественно, уровень гораздо проще задавать. Просто профильки нам задают уровень, и по этому уровню разглаживаем, разравниваем камушек. Все материалы, которые я использую, есть у нас на сайте каменныйковер.ру. Переходите, смотрите. Есть форма по расчету материалов, сколько вам необходимо на ваш объект какой-то.
с чего, собственно, начать, да? Если вот вы задумали сделать каменный ковер, с чего начать, как понять, что вам надо, собственно, делать? Берете и измеряете, в первую очередь, естественно, свой объект, свое крылечко, смотрите, где у вас какие грани, куда у вас лягут профили. Измеряете квадратуру вертикали, измеряете квадратуру горизонтали. Расход камня, расход материала, все у нас на сайте есть. Специальный раздел, как рассчитать материалы на ваш объект. Рассчитывайте, если уж совсем сложно, уже обращайтесь там по форме обратной связи. Поможем тоже вам рассчитать. Ну и самое важное и ценное, как я считаю, отправим вам материалов ровно столько, сколько вам надо на ваш объект. Отправляем во все регионы, по всей России. И в Крым у нас заказывают, и в Петербург, и в Москву, и в Екатеринбург, и в Самару. Везде отправляем. Примерные расчеты доставки тоже есть у нас на сайте. Можете посмотреть, ну, прикинуть, сколько обойдется и вам эта доставка материалов. Когда укладываем каменный ковер, помним про угол атаки, да, то есть шпатель в одну сторону ведем, в одну сторону подгибаем, в другую сторону немножко другой, буквально там 3-5 градусов. И прижимаем, как на любом клее написано, для того, чтобы склеить две поверхности, необходимо плотно их прижать друг к другу. Вот этим сейчас мы и занимаемся. Плотненько прижимаем камень к основанию друг к другу, чтобы они склеились. С горизонталью закончили, но стол еще не готов. Каменный ковер – это дренажное покрытие, соответственно, все, что будет разливаться, проливаться на этот стол, будет проникать туда сквозь камень и там оставаться, тухнуть. Естественно, эксплуатировать такой стол не получится. Поэтому мы будем делать запечатанный каменный ковер, запечатывать верхний слой, для того, чтобы все жидкости, что-либо там пролилось, капнули и наляпали, чтобы все оставалось на поверхности, и это можно было спокойно убрать. Кроме того, посчитаем, сколько же нам обошелся этот стол, ну и немного потестируем его. Ждем сейчас, пока камень застынет. Камень застыл. Запечатываем наш стол, делаем его водонепроницаемым. Для этого вот я уже замесил состав для запечатки каменного ковра, он так и называется, это эпоксидное, я просто уже выложил его на поверхность, чтобы он не перегревался в таре. Это эпоксидный состав. Всегда, когда работаете с эпоксидкой, нельзя ее долго держать в замешанном состоянии в таре, ну просто потому, что она может закипеть и уже сработать, стать твердой уже прямо у вас в таре. Эпоксидный состав двухкомпонентный. Давайте уже будем разносить. Используем вот такой вот мягкий, и вот такой еще маленький можно, мягкий шпатель. И буквально разносим состав по поверхности, размазываем его и как бы закупориваем этим составом все поры, расстояние между камушками, которые остались. Ну, я, наверное, сейчас буду и ляпать на профиле, потом их аккуратненько протру и будет хорошо. Расход такого состава 800 грамм на квадратный метр. На самом деле, вот этот вот момент про закупоривание каменного ковра очень спорный, скажем так, в кругах около, скажем так, строительных, потому что не все на самом деле понимают и разбираются, что это такое. Какие-то сайты околостроительные, форумы, как-то запустили информацию, что, мол, каменный ковер запечатанный, это когда камень залит толстым слоем, большим слоем эпоксидки, и, мол, вот за счет этого он, то есть поверхность становится гладкой, ровной, но это неправильно. Просто потому что на самом деле запечатанный каменный ковер – это когда фактура камня остается, но при этом он становится водонепроницаемым, потому что вот этот вот слой запечатывающий, он именно промежуточки между камнем заполняет, а сама фактура камня, сама фактура каменного ковра, она как бы остается. Вот сейчас мы с вами сделаем правильный запечатанный каменный ковер.
Так, ну что, такому столу нужно подстолье. Извини, братан, мне нужны твои ноги. Супер ощущение, казалось бы, 100 раз работал с каменным ковром, как-то по-другому он здесь ощущается, ближе к тебе, что ли. Давайте посчитаем, сколько же он нам обошелся. Цифры будут у вас на экране, я уже все посчитал, 5910 рублей. Вы серьезно? 6000 за такой стол? Да быть того не может, он как минимум 1020 должен стоить. Нет, 6000, серьезно. Удивительно. Можно прям вот хочется на нем сесть так, расслабиться. О, алло, нет, я занят, я кофе пью. Да, спасибо, до свидания. Супер. Давайте протестируем. Давайте возьмем, чем-нибудь его сейчас поцарапаем. Ножиком как будто мы режем, ковыряем. Вот так со всей злости. Оу! Ой, что случилось? Что же с этим делать? Как я отыграл? Давайте вот сейчас и проверим, как мы запечатали наш каменный ковер. Тряпку. Срочно нам нужна тряпка. Убираем все это. Так, ну сейчас я ее выжму, еще раз протру. И посмотрим, насколько наш каменный ковер запечатан. И все, ничего не осталось, наш стол запечатан, ничего внутрь не проникает, я кофе вытер и ничего не произошло. Ну вот теперь точно все. Антон, 1/2 мечты, ставьте колокольчики, ставьте подписки, переходите на наши ресурсы, все будет в описании, все будет в закрепленном сообщении. Переходите на наш сайт каменныковер.ру, все материалы для каменного ковра вы там найдете. Всем пока. Блин, кофе жалко.